фармакологических веществ для терапии нейрофиброматоза второго типа, выполненную под научным руководством профессора Николая Ивановича Шмайловского. Нейрофиброматоз второго типа – это редкое малоизученное наследственное заболевание, которое рано манифестирует и тяжело протекает. Оно развивается в результате возникновения инициирующих мутаций в высокоразобщении НФ2 и молекулярный патогенез, приводящий к развитию заболевания, пока до конца не изучен. Заболевание проявляется развитием множественных доброкачественных опухолей, основная часть которых распределена в центральной нервной системе, в периферической нервной системе. Также пациенты с нейрофиброматозом склонны к онкологическим заболеваниям и образованию злокачественных мезотелиомов. На данный момент медикаментозной терапии этого заболевания не существует. Пациенты вынуждены подвергаться многократным хирургическим вмешательствам. У большинства из них к 30 годам развивается глухотная атаксия, и 30-летний рубеж практически никто из пациентов не переступает. Таким образом, актуальность моей работы не должна вызывать сомнений. Целью работы является поиск реактивных соединений, потенциально подходящих для фармакотерапии нейрофиброматоза второго типа. И для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: получить клеточную линию, моделирующую нейрофиброматоз для исследований инвитро, охарактеризовать эту линию, провести ненаправленный высокопроизводительный скрининг с целью поиска соединений, обладающих направленным действием против нейрофиброматоза второго типа, определить механизм действия выбранных соединений и проверить эффективность отобранных соединений в мышиной модели нейрофиброматоза второго типа. Итак, как я уже сказала, это заболевание развивается в результате возникновения инициирующих мутаций в иммуносупрессорном гене НФ2, причем развивается по механизму двуступенчатой инактивации, то есть здоровые люди гомозиготные по гену НФ2, гомозиготные НФ2 отрицательные эмбрионы погибают до стадии гаструляции, а пациенты гетерозиготные и опухоли развиваются в ткани, где происходит спонтанная инактивация здорового аллеля. Продуктом гена НФ2 является белок мерлин, который первоначально был открыт как структурный белок, организующий активный цитоскелет. Однако впоследствии выяснилось, что этот белок участвует в регуляции множества пролиферативных каскадов, ключевыми из которых являются глютенлигазы ЦРЛ4, этагенактивируемые киназы, комплекс смешения рутамицина млекопитающих и многие другие. При утрате функциональности белка мерлин происходит патологическая активация этих каскадов, что приводит к запуску подвижности иммиграции, то есть инвазивности опухолей, и экспрессии онкогенов, то есть осуществлению тканей. На данный момент, как я уже сказала, терапия не разработана, поскольку вследствие относительно низкой скорости роста опухоли нечувствительны к классическим противоопухолевым препаратам. Проводятся попытки направленного действия на клетки нейрофиброматозных опухолей с помощью ингибиторов рецепторов фактора роста, сочетанного выключения различных пролиферативных каскадов, а также экспериментальные попытки воздействия ингибиторами ФАК-киназ и ингибиторами протеасол, которые являются эффекторами глютенлигазы ЦРЛ4. Однако практических результатов все эти исследования пока не принесли. Мы же применили качественно новый подход к поиску терапии для нейрофиброматоза, а именно провели ненаправленный фармакологический скрининг различных классов фармакологических соединений. Для того, чтобы скрининг проводился с искусственной летальностью, то есть на клетках с выключенным геном нейрофиброматоза второго типа. Для осуществления этого скрининга для начала мы получили клеточную модель заболевания на базе мышиных эмбриональных фибробластов, которые отличаются высоким уровнем экспрессии белка мерлин. Клетки были иммортализованы, нокаут был достигнут с помощью рекомбинации и подтвержден ПЦР и иммуноблотингом. Полученные клетки приобрели свойства, характерные для НФ2 отрицательных клеток, а именно нарушение активного цитоскелета, большую скорость роста и устойчивость к неблагоприятным воздействиям среды. На этих клетках был проведен скрининг. Здесь представлена скрининговая панель, как видите, различные классы фармакологических соединений в виде растворов диметилсульфоксида. Скрининг первоначально принес 9 соединений, которые отвечали первичным условиям выбора. Однако последующая валидация результатов, а именно стабильное различие в половинных ингибиторных концентрациях, тестирование на клетках НФ2 отрицательных опухолей мы использовали при
белки мышиной Шванова при экспрессии белка-мерлин в этих опухолях и исследованиях фармакологических аналогов выбранных соединений сузили круг исследованных соединений только до двух – лостатина и цирулинина. И я расскажу немножко о каждом из этих соединений. Итак, лавостатин – это препарат группы статинов, который используется как гиполипидемические препараты, в частности в борьбе с атеросклерозом. Известно, что статины ингибируют фермент 3-гидроксиприметилглутарил-редуктазу, который осуществляет первый этап синтеза холестерола из ацетилкоэнзима А. Однако, поскольку противоопухолевая активность статинов ранее не была описана, мы пытались установить механизм направленного действия статинов против нейрофиброматоза. Для этого мы для начала скомбинировали статины последовательно с каждым из промежуточных продуктов и выяснили, что действие статинов полностью подавляется пармезилфосфатом и герниолфосфатом. Это низкомолекулярные соединения, очень липофильные, которые необходимы для присоединения белков к клеточной мембране. Присоединение происходит с помощью ферментов фарнезилтрансферазы и гиранилтрансферазы. Фарнезилтрансферазы в основном прикрепляют к мембране белки семейства РАС, что приводит к активации пролиферативных каскадов, а гиранилтрансферазы отвечают за прикрепление к мембране белков семейства РАК и РО, что приводит к усилению миграции и, соответственно, инвазивности опухолей. Мы сравнили ингибиторы фарнезилтрансфераз и гиранилтрансфераз, обнаружили, что статиноподобным действием обладают именно ингибиторы гиранилтрансфераз, в частности, гиранилтрансфераза первого типа. Эта гиранилтрансфераза отвечает за присоединение к мембране следующих белков: ВТФАС семейств РО, РАК, РАВ, РАК, также субъединиц Ж белков и многих других. И наиболее важными группами являются, наверное, ВТФАСы РО и РАК. На них мы сфокусировались, обнаружили, что эффект статинов зависит от активности малой ВТФАзы РАК-1, причем ее активация потенцирует действие статинов, а подавление ее активности снижает токсичность статинов. Тут важно помнить, что в контрольных клетках, в нормальных клетках, активность РАК-1 подавляется белком мерлин. Далее световая микроскопия показала, что под действием статинов РАК-1 транслоцируется в обоих клеточных типах в ядро, но при этом в два отрицательных клетках происходит ее выраженная активация, что было измерено с помощью резонансного переноса энергии флуоресценции. Таким образом, можно сделать вывод, что направленное действие статинов против клеток опухолей нейрофиброматоза второго типа обусловлено патологической активацией в этих клетках малой бета-фазы РАК-1, которая под действием статинов транслоцируется в ядро и вызывает клеточную гибель. Второе соединение, которое мы получили в результате скрининга, это ингибитор синтаза жирных кислот цирулинин. Это антибиотик, полученный несколько лет назад из грибов. Синтез жирных кислот осуществляет синтез пальмитата из малоната. И малонат для этого фермента представляется другим ферментом, который называется ацетилкоакарбоксилаза. Добавление пальмитата в среду не приводило к снижению токсичности цирулинина, поэтому было сделано предположение, что это соединение работает за счет накопления токсичных продуктов синтеза. И действительно известно, что цирулинин и его аналоги подавляют конденсацию малоната. Чтобы проверить наше предположение, мы использовали модуляторы активности ацетилкоакарбоксилазы и выяснили, что подавление ее активности снижает токсичность цирулинина, а активация потенцирует действие цирулинина. Для того, чтобы объяснить разницу в половинных ингибиторных концентрациях, мы сделали предположение, что в НФ-отрицательных клетках синтез жирных кислот происходит активнее, чем в контрольных клетках. Это предположение было проверено путем оценки уровня экспрессии ферментов, отвечающих за липогенез. И действительно, в НФ-отрицательных клетках уровень экспрессии белков и генов этих белков существенно выше, чем в контрольных клетках, а реэкспрессия белка мерлин в клетках мышиной НФ-отрицательной Швановой приводит к снижению уровня экспрессии белков, ну и, соответственно, генов этих белков. И, наконец, прямое измерение уровней предшественников жирных кислот ацетилки фермента А и меланилка фермента А показало, что ацетилка энзима примерно в 2 раза выше в НФ-отрицательных клетках. При добавлении цирулинина этот уровень еще сильнее повышается.
А вот меланил по незначительно повышенным нуклеотрицательных клетках, что объясняется большей скоростью его расходования, а при добавлении циролинина его уровень возрастает почти в 10 раз. Таким образом, селективное действие циролинина в отношении омега отрицательных клеток объясняется более высоким уровнем синтеза жирных кислот в этих клетках и накоплением токсичных продуктов. Все соединения, механизм действия которых я описала, были исследованы в ксенографной модели нейрофиброматоза второго типа на бесстимусных мышах, которым под кожу вводились клетки крысиной или мышиной НМП-отрицательной шваномы. Все соединения приводили к существенному замедлению скорости роста опухолей. Однако, к сожалению, не приводили к снижению объема. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы открыли новую функцию белка RAC1, который, будучи отсоединенным от мембраны и активированным, вызывает клеточную гибель, что служит механизму действия статинов и изолидроновой кислоты. И новую функцию белка мерлин, который оказался регулятором уровня метаболизма жирных кислот, что позволяет селективно воздействовать на эти опухоли с помощью ингибиторов синтеза жирных кислот. Выводы позвольте не зачитывать, они изложены